Ну вот, довязали воздушные арки до конца. Получилось у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 арок, как на схеме. Затем у нас идет по схеме 3 воздушные петли подъема. Вот они. И уже вот здесь справа нарисована цифра 1. То есть мы первый ряд провязали. И теперь приступаем ко второму ряду. Значит, на схеме 3 воздушные петли. Но если вязать 3 воздушные петли, они потом будут мешать. Поэтому мы что делаем? Поворачиваем вязание. И нам нужно дойти. Вот соединительный столбик. Нам нужно попасть в центральную петлю арки, то есть в третью петлю. Делаем это так. Вводим крючок в петлю арки и сразу же его протягиваем в предыдущую петлю. Опять вводим крючок в следующую петлю и сразу протягиваем через предыдущую. 2 провязали. Так, и еще одну сделаем. Вводим крючок в центральную уже петлю и ее же протаскиваем через предыдущую. И так мы дошли до середины арки. Дальше у нас по схеме. Дальше по схеме у нас идут 4 воздушные петли. Вот они, 1, 2, 3, 4. Вот мы их должны набрать. 1, 2, 3, 4. И затем идут. Это у нас обозначаются так столбики с одним накидом. То есть черточка и перечеркнуто поперек маленькой черточкой. Это столбик с одним накидом. Но они вот такие загнутые. То есть эти 3 столбика с общим основанием, вот они в одну точку соединены, и с общей вершиной, соединены в вершине. Значит, как это вывязывается? Делаем накид. То есть нитку набрасываем на крючок. В самую первую петлю воздушной цепочки вводим крючок и вытаскиваем новую. И 2 петли, у нас на крючке 3, и провязываем только 2 петли. Опять делаем накид. Опять в эту же петлю вводим крючок и вытаскиваем петлю. И только 2 петли провязываем. У нас 3 петли. На рисунке у нас дано 3 таких незаконченных столбика с общей вершиной, с общим основанием. Мы провязали только 2. То есть мы набрали воздушные петли подъема и 2 столбика незавершенных. Еще один делаем накид. Вводим крючок в то же место. Вытаскиваем петлю и провязываем только 2 петли. И теперь их надо все объединить. Значит, набрасываем нитку и за один прием все провязываем и закрепляем. Значит, вот этот лепесток, самый первый, мы довязали. И чтобы не сбиться, мы вот вмечаем карандашом. Далее у нас идет серединка цветка, которая состоит из 5 воздушных петель. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И нам надо их замкнуть в кольцо.
поступаем следующим образом. Воздушную цепочку эту разворачиваем в одной плоскости, то есть не перекручиваем. И подводим к тому месту, где она начиналась, к той петле. Вводим в нее крючок и нитку вытягиваем через одну петлю и вот через эту петлю. И у нас получилось маленькое колечко, которого практически еще не видно. Теперь у нас идет, переходим ко второму лепестку. Опять 3 петли подъема здесь, 2 только столбика незавершенных с одним накидом. То есть это большая черточка и поперечная черта. И 3 воздушные петли. И все они объединены. Значит, набираем 3 воздушные петли по схеме. 1, 2, 3. И дальше опять вяжем, вот как вязали ранее. Но только не 3, а 2 столбика. Накид. Крючок вводим в середину кольца из 5 петель воздушных, вот они у нас. Вытягиваем новую петлю и провязываем только 2. Еще один делаем столбик, накид, крючок в центр из 5 воздушек и провязываем только 2. И только после этого мы их все провязываем вместе. Закрепляем. И далее у нас идет 3 воздушные петли, которые соединяются тоже с центром цветка. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И соединяем таким образом. Крючок вводим в центр, нитку вытягиваем и сразу же провязываем через петельку. Вот получился у нас уже второй лепесток. Отмечаем его, чтобы не заблудиться. Переходим к третьему. Тоже 3 воздушные петли подъема, 2 незавершенных столбика и 3 воздушные петли с другой стороны. Набираем первые 3 петли подъема. 1, 2, 3. Вяжем незаконченные столбики. Делаем с одним накидом, делаем накид. Крючок вводим в центр цветка, вытаскиваем петлю и провязываем только 2 петли. 1 столбик мы закончили. Переходим ко второму. Накид. Крючок в центр цветка, петлю вытащили и провязали только 2 петли. И теперь все эти петли за один прием провязали, закрепили и набираем вот эти 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И тоже соединяем с центром цветка. Вводим крючок, вытаскиваем петлю и протаскиваем через предыдущую. Итак, у нас уже 3 лепестка есть. Отмечаем, что мы его связали. И переходим к 4-му. То же самое повторяем. 3 воздушные петли подъема, 2 незаконченных столбика и 3 воздушные петли. Делаем 3 воздушные петли подъема, 2, 3, незаконченные столбики, накид, вытаскиваем петлю, 2 провязываем, накид, вытаскиваем петлю, 2 петли провязываем
И все связываем вместе. И закрепляем. И опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И соединяем с центром. Крючок в центр, петлю вытаскиваем и протаскиваем через эту. Вот у нас уже 4 лепестка есть. Переходим к 5-му. Здесь тоже 3 воздушные петли подъема, но здесь уже, так же как и в первом лепестке, 3 столбика с одним накидом. Делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Вяжем 3 столбика. Накид. Вытаскиваем петлю. 2 петли провязываем. Накид. Вытаскиваем из центра петлю. 2 петли провязываем. Это уже 2 столбика. Накид. Вытаскиваем петлю, 2 провязываем. И все вместе провязываем за один прием. Закрепляем. И далее у нас идет крестиком отмечен соединительный столбик, центральную петлю подъема, центральную петлю арки. Под арку не будем заводить. Почему? Так, вот у нас ищем вторую арку. Вот вторая арка. Если мы крючок берем просто в арку, у нас вот это соединение может передвигаться по арке. То есть это слабое соединение. А нам надо жесткое крепление. Значит, мы находим среднюю петлю, третью, вводим крючок, вытаскиваем петлю и соединяем. И вот у нас уже получился первый цветок на арке. Давайте свяжем еще один. Наш 5-й лепесток мы отмечаем, мы его сделали. Далее у нас идет 3 воздушные петли в следующую арку. Отсюда набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующую арку, тоже в центр, в третью петлю, вводим крючок. И закрепляем. Переходим ко второму цветку. Здесь у нас, значит, то же самое повторяется. 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Затем идут 3 незаконченных столбика. Вот они, 3 незаконченных столбика. Значит, накид. В первую петлю цепочки вводим крючок, вытаскиваем. И провязываем только 2 петли. Опять накид. В первую петлю крючок вводим, петлю вытащили. 2 петли провязали. Это у нас уже 2 столбика получилось. Накид. И еще одну вытаскиваем петлю. И тоже 2 петли только провязываем. И все эти петли провязываем вместе.
и закрепляем. Теперь вывязываем серединку цветка. Набираем 5 петель воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И в одной плоскости, не перекручивая вот эту цепочку, вводим крючок в первую петлю вот этой воздушной цепочки. Вытаскиваем нитку и протаскиваем через эту петельку. Вот так. И получилась серединка цветка. Так, этот лепесток мы должны отметить, мы его сделали. И переходим к следующему. Я вам покажу, как они соединяются для жесткости, если кому-то вдруг понадобится. Перенабираем 3 воздушные петли во втором лепестке. 1, 2, 3. Далее идут 2 незавершенных столбика с одним накидом. Накид. Крючок в центр цветка, петлю вытащили, и 2 петли провязали. Накид. Крючок в центр, вытащили петлю, 2 петли провязали. И теперь 3 этих петли за один прием и в первом цветке находим центр. Вот рядом лежащем лепестке находим центр. Вводим крючок и все это дело провязываем. И вот мы их соединили. Затем у нас идут 3 воздушные петли. Значит, вот здесь мы соединили в этом месте. Затем идут 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И соединяем в центр цветка. Вытащили петлю и провязали. Второй лепесток готов. Переходим к третьему. 3 воздушные петли подъема, 2 столбика незавершенных с одним накидом и опять 3 воздушные петли. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. В центр цветка вводим крючок, вытаскиваем петлю. 2 петли провязали. Накид. Крючок в центр, вытащили петлю, 2 петли провязали. Все петли провязываем за один прием. Закрепляем и набираем еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И закрепляем в центре цветка. Третий лепесток вывязали. Переходим к четвертому. То же самое повторяется. 3 воздушные петли, 2 незаконченных столбика с одним накидом и 3 воздушные петли. Набираем 3 воздушки. 1, 2, 3. Накид. В центр цветка крючок, вытаскиваем петлю. 2 провязываем петли. Накид. В центр вводим крючок, вытаскиваем петлю. 2 петли провязываем. Все петли соединяем, закрепляем и вывязываем 3 воздушки. 1,
2, 3. И закрепляем серединку цветка. Крючок ввели в центр, петлю вытащили и провязали ее через ту, которая у нас была. 4-й лепесток готов. Переходим к 5-му. Опять 3 воздушные петли подъема, 3 незаконченных столбика, и они соединены соединительным столбиком в 3-ю петлю, в центральную арки. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 3 столбика. Накид. В центр крючок. Вытаскиваем петлю. 2 петли провязали. Накид. В центр крючок. Вытянули петлю. 2 петли провязали. Это 2 уже столбика. Накид. Центр крючок. Петлю вытащили. 2 петли провязали. Все вместе связали, закрепили. И вот следующая арка. Находим центральную петлю, вводим крючок, вытаскиваем петельку и соединяем. Вот, и вот здесь мы их соединили, эти цветки. Но можно, вот как я и говорила ранее, можно их и не соединять. Вот они будут висеть все по отдельности. А можно соединить, это уже дело хозяйское. Вот, значит, довяжете вы 2-й цветок, соедините 3-ю петлю, опять наберете 3 воздушные петли, соедините соединительным столбиком 3-ю петлю арки и опять повторяете тот же самый элемент, что и на предыдущих цветках. Вот 1 лепесток, все они однотипные. Всего вам доброго, спасибо за внимание.